классические какие-то формулировки, которые я просто их знаю, но бессмысленно их повторять, чужие мысли-то, да. Вот, кому надо, они откроют и прочтут в Википедии, что такое современное искусство. Мне кажется, оно вот все сейчас как бы разваливается, вся эта система. Как бы система строится все лучше современного искусства, но настолько его много и настолько много всяких зон, что оно будет расширяться, разваливаться, выходить как бы в жизнь, в мир, то, что я хотел бы. Становиться более демократичным и еще более демократичным. Не попадать под власть как бы институций, а идти в мир, в жизнь как бы. Вот в этом, мне кажется, его перспектива. Я не знаю, наверное, вопрос был не про то. Ну ладно. Я скажу честно, что я особо своей роли не вижу. Правда. И не вижу ничьей роли как бы. Ну, это просто уже, как сказать, теория больших чисел. Настолько сейчас это все громадная сфера, что не имеет значения, там, люди вообще не имеют значения. Какая роль? Маленькая роль, особенно у художника, как бы она, в общем-то, совсем небольшая роль. Вот. А у нашего художника еще меньше, чем у любого другого. Поэтому... Нет, единственное, что я сейчас, вот, если можно сказать, меня пригласили преподавать, я всегда отказывался преподавать, а тут что-то мне стало как-то интересно. Вот. При высшей школе экономики, вот этот институт дизайна, там они открывают в этом году, в следующем году будет открыта вот, мастерская Contemporary Painting. Вот, и меня пригласили типа ведущего руководителя. Вот, да. И вот это мне интересно попробовать вот, как бы с этим поработать. Вот в этом, может быть, будет моя какая-то роль. Потому что там хоть что-то можно. А как художник я вообще не вижу никакой роли своей, если честно. Я говорю, дело в том, что современное искусство, его как бы нельзя рассматривать как некую единую систему. На самом деле это абсолютно, на мой взгляд, это абсолютно разные методики, разные методологии, разные подходы, вообще разные, принципиально разные, как сказать, разные занятия, что ли. И что-то там, я не знаю, там, если там говорить, связывает единственное, что и репрезентация. И то она каким-то образом, то есть музей как бы классический, музей современного искусства, это тоже разные институции. Ну, репрезентация, да, в музее, да, каталоги как бы издаются и того, и другого. Приходят люди на выставку, то есть какие-то формальные вещи остались, а как бы вся внутренняя как бы суть, она совсем другая сейчас. Так как-то, грубо если. Это же не боевик, когда там ты вернулся в прошлое, изменил будущее, и все пошло по другому руслу, весь мир. Нет. Много было каких-то поворотных вещей. Там, когда я решил стать художником, потом, когда я все-таки смог поступить в художественное училище и все-таки понял, что я буду художником, потом я как бы, когда я из советского образовательного этого процесса перешел в современное искусство. В современном искусстве там тоже какие-то были. На самом деле это много рубежей, и они часто очень важные вещи, они очень маленькие. То есть когда ты, я не помню, в какой-то классической восточной, по-моему, или в китайской мудрости, есть, что большие решения ты должен принимать быстро, а когда маленькие, должен подумать. На меня вначале влиял папа, у меня папа художник, он влиял на меня достаточно лет до 16, до того, как я поступил в художественное училище. Вот, он на меня, понятно, сильно влиял. Потом на меня влияли в основном друзья. Я не беру сейчас просто мир вообще искусства. Понятно, что когда художник учится и растет, на него влияет сегодня Рембрандт, завтра Веласкес, потом он узнал про Сезанна и так далее. Да? Вот. Потом время Уайта, потом время икон и так далее. То есть это все понятно, мы это убираем. Всех художников, которые на тебя влияют все время, мы об этом не говорим сейчас. Говорим конкретно про мой путь. Да? То есть, мои друзья в училище, с которыми мы учились, обсуждали, работали, куда-то ездили, ходили на какие-то выставки. Вот. Потом, соответственно, когда я попал на Трехпрудный, этот наш круг Трехпрудного,
наши художники, ну, пожалуй, вот из них больше всего Авдей на меня оказывал влияние, потому что там, как бы он, ну, любил потрындеть, поговорить. Авдей очень любил влезть как бы в шкуру другого, как бы посоветовать ему что-то там, поучить. И в этом смысле очень он такой полезная школа, как бы. Вот. А с какого-то момента, вот, пожалуй, после Трехпрудного на меня никто не влиял уже. Мне как-то почти все неинтересно. Потому что оно настолько открываешь Facebook, допустим, и ты там все это видишь, и ну и что? Ну, как бы, ну вот оно, современное искусство, вот это, Инстаграм, Facebook, как бы, там все есть, все люди, там все. Кто трагедию видел, трагедию выложил, кто-то там радость выложил. И как-то, не знаю, очень сложно, мне кажется, сейчас как бы художнику конкурировать вот с этим пространством колоссальным, как бы мощным, и оно уже как бы, в каком-то смысле, оно, ну, сильнее художника. Мне кажется, художнику нужно искать другие какие-то зоны, что ли, другие какие-то точки приложения своих сил, либо наоборот уходить как бы в какой-то кокон, либо наоборот там растворяться в этих мирах. Я не знаю сейчас, ну там есть масса стратегий, но никак не конкурировать как бы. Искусство как бы России, оно все равно маргинальное, как бы, к сожалению. Я это как бы несколько раз уже, так сказать, где-то констатировал, что все русское искусство современное, оно живет в зоне несвободы. И зона несвободы это не от власти как бы идет, от политической. Нет, она в том числе и оттуда, но она и от той власти, которая существует внутри искусства. Все дело в сознании. Дело не в технике, не в умении, не в сознании и в возможностях. И в возможностях, да? Вот Баскин ходит, рисует. Ну, потом он также, он же умер там, 60-го года, а умер в 88-м, там, да, или там каком-то, да, 28 лет. Ну, так вот он и умер спокойно бы, так по улицам ходил и красил бы баллончиком, и не осталось бы от него ничего, если бы он не жил в то время вместе с, условно, с Уорхолом, а там, я думаю, и другие бы могли его там, просто общество было готово его принять, посмотреть, оценить, увидеть, что это интересно, перспективно, потому что американское общество, оно интересуется новым. О, новое, это хорошо. О, слушай, посмотри, такого ты еще не видел. А у нас наоборот. Что это? Что я такого еще не видел, как бы. Как это оценить? Что где-то видел? Нет. Что ни на что не похоже. У них ни на что не похоже, это хорошо, а у нас ни на что не похоже, это плохо. Поэтому при таких как бы раскладах ничего не будет, конечно. Будет только при том, что есть какие-то люди вне институции, вне системы, они что-то сделают вот против, другое, новое, может быть, а может и не сделают. Ну так как-то. Ну, короче, мне кажется, такой, не знаю, ну типа фальшь, что ли, показать. Вот того, что происходит у нас в этом мире. Не знаю, насколько мне это удалось. У меня были желания там ее как-то трансформировать, как бы сделать из нее что-то более страшное, что ли. Но я потом решил, что не надо. Пускай она будет вот такая типа идеалистическая, прямо вот как вот типа и должно быть. Вот. Ну, там как бы, ну, вот я говорю, суть в некая такая вот красота, спокойствие, вот все. А мир, на самом деле, он как бы, ну, другой. Ну, как бы что-то такое я хотел сделать. Ну, видимо, я не очень создан для семьи как человек. Я человек неплохой, но для семьи не очень. И как-то в детстве у нас была семья, не скажу, что дружная, когда я был маленький. То есть была нормальная семья, полная семья была, но она не была какой-то там близкой к идеальной. Так, конечно, я к семье как... Ну, если вообще как бы к семье... Ну, семья что? Семья... Современная семья, понятие современной семьи претерпевает изменения. Трудно сказать вообще, сохранится ли она в том виде, в котором она есть традиционно на Западе. Ну, есть страны, где она уже практически размыта, да. Вот. Поэтому для меня, как бы, ну, мы еще люди старой закалки, для нас, как бы, понятно, что есть, как бы, семейные ценности. Но я вообще думаю, что, по идее, это будет размываться все равно. У меня на этот вопрос нет интересного ответа. Интересного ответа нет, у меня обычный ответ. Ну, как бы в детстве тебя каким-то образом, ну, что-то тебе там, понятно, 2 раза свозили на море, ну, кормят тебя, воспитывают, подзатыльники какие-то дают, да, учат жизни, нудят, там, уроки проверяют. Ну, она
Я не скажу, что это какое-то было вот что-то такое, чего я вот там с восторгом вспоминаю или с ненавистью. Но я понимаю, что это такое обычное советская, как бы, советская семья обычная. Были вещи, которые мне сильно не нравились. Я думал, что я вот уж таким я точно никогда не буду. Но потом выяснилось, что нет, что я как раз такой тоже, вот, отчасти. Хотя с этим борюсь. Поодиночке трудно пробиться, короче, практически невозможно. То есть, условно говоря, в иерархии в этой в большой ты занимаешь там, ну, какое-то там 155-тысячное место или там какое-то, да, и все. В своей как бы тусовке, в своем сообществе ты занимаешь, соответственно, уже там некую позицию. Во-вторых, у тебя там есть как бы люди, с которыми ты можешь общаться, они заинтересованы в тех же, у них те же проблемы, что у тебя. Во-первых, они приблизительно такое же искусство делают, ну какое-то, да, они хотят тоже продвинуться, пробиться, и в этом смысле как бы вот коллективом, бандой как бы это делать намного легче. Плюс там внутри происходит этот инновационный обмен между особями сообщества. Соответственно, они таким образом растут. Они могут помогать друг другу, продвигаться и так далее. Ну, это как стая, вот она стая или одиночка. Всегда стая, конечно, имеет преимущество. Вот. Обычно как говорят? Я с этим не согласен, сразу говорю. Как говорят? Надо подготовиться. Почитай книги, посмотри в интернете, потом пойди. А я думаю так, ты пойди, посмотри, просто почувствуй, погуляй, полази в легкую, просто вот так. Вот что тебе понравилось, если ты заинтересовался и готов, ну тогда ты почитаешь, еще раз придешь, будешь следить. Ну то есть ты найди, что тебе интересно, там очень много всего есть. А люди же обычно как, они приходят, и нужно быть открытым. Современное искусство вещь, это связанная с коммуникацией, в общем-то. Что бы там ни было, даже если это просто картина, это все коммуникация. Либо ты коммуницируешь, либо нет. И человек, который идет на выставку любую там, или куда-то там, на какой-то там биеннале, на большой там форум какой-то, у него не должно быть какого-то предвзятого отношения, у него не должно быть каких-то блоков. Он должен прийти и получить удовольствие. У него должна быть установка на то, чтобы прийти, понять, посмотреть, потусоваться в легкую. Чем легче, чем, как сказать, более пустой он будет, тем больше он получит каких-то... Если он приходит со своими догмами, со своими как бы правилами, это на то не похоже, я сам так умею, это искусство. Ну, тогда ничего не будет. Потому что современное искусство, половина это, да, ты так умеешь. Половину точно так умеешь. Половина это какие-то развлекательные шоу, еще что-то. Там уже настолько срослось это с дизайном, там еще с чем-то. Да, это какие-то вещи промежуточные. Или там приходят, ну, я не знаю, я вот был в третьем, там, не знаю, ладно, ты. На Пьера дело Франческо в Эрмитаже, или там, я не знаю, там. Да даже в Третьяковской галерее был. Ну, там же висят шедевры. А тут пришел, тут, ну, бывает. Ну, а что ты хочешь? А что ты хочешь? Там висит за 300 лет искусство, самое лучшее. А тут ты пришел на просто какую-то выставку и хочешь что-то такие же шедевры увидеть. Да хоть один будет, слава богу, скажешь спасибо. Есть два вида покупки, да, условно говоря. Первый, два вида покупателя. Да. Один покупатель это коллекционер, ну условно коллекционер, который разбирается, знает, что ему нужно, или более-менее знает, или у него работают какие-то там искусствоведы там, или там галеристы нанятые, которые ему помогают собирать коллекцию, неважно там, как это происходит, но, скажем так, это профессиональное собирательство, коллекционирование. Вот. И это отдельная история. А второй вариант – это человек, который просто покупает себе домой там 2-3 вещи. Там. Ну, это понятно, что это не бедные люди все-таки, да, покупают. Ну, вот у него там дома 2 работы, в офисе 1 и на даче, там, в загородном доме 3. Вот и все его коллекционирует. Ну, в таком случае он должен собирать то, что ему нравится, на самом деле. Я считаю, что лучше, если ты собираешься с этим жить, то лучше купить то, что тебе нравится. Пускай тебе это плохой вкус, там, я не знаю, я так считаю. Если ты живешь, ну, зачем тебе чужой вкус? Да? Вот им нравится вот эта вот какая-то холодная вещь, а тебе не нравится. Ну и зачем оно тебе нужно? Если ты... Вот. Поэтому я считаю, что надо покупать то, что нравится. Понятно, что можно посоветоваться, узнать и выбрать из хорошего, что тебе нравится. Есть люди, которые это рассматривают как бизнес и инвестируют в искусство. И тут очень зависит от того его профессионализма, тут насколько он умеет просчитать, насколько он знает, насколько он видит перспективы художника, рынка и так далее. То есть они покупают, продают на аукционах, целая система, они вот занимаются этим. Таких людей очень много. Не у нас, а вообще.